Добрый день, уважаемые друзья, подписчики и все, кому не безразлична судьба Вячеслава Зинченко и справедливость в украинских судах. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня я 24 мая 2026 года записываю это обращение с очень серьезной и принципиальной целью. Я напрямую обращаюсь к адвокату Ларисе Сергеевне Криворучко, которая в настоящее время осуществляет защиту обвиняемого Вячеслава Зинченко в Шевченковском районном суде города Львова по делу об убийстве Ирины Фарион. Лариса Сергеевна, я считаю, что именно сейчас пришло время подать новое, хорошо мотивированное ходатайство об отводе судьи Петра Невойта и всей судейской коллегии. И сделать это нужно именно по новым основаниям, которые ранее не заявлялись. Давайте разберемся, почему это критически важно. Обвинение вменяет Вячеславу Зинченко особо тяжкое преступление – умышленное убийство с мотивом национальной неприязни по пункту 14 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Следствие утверждает, что мотивом преступления якобы стала ненависть именно к языковым и национальным взглядам Ирины Фарион. И в этой же самой ситуации, где центральным является языковой и национальный вопрос, главный судья, председательствующий Петр Сильвестрович Невойт 1 мая 2026 года во время открытого судебного заседания публично с судейской трибуны под государственным гербом Украины заявил, что русский язык – это мова оккупанта, язык оккупанта. Это не частная беседа и не эмоциональная оговорка. Это официальное заявление судьи в зале суда в присутствии всех участников процесса. В таком деле совершенно недопустимо, чтобы это дело рассматривала коллегия, которая относится к русскому языку как к языку оккупанта. Судья, который открыто демонстрирует презрение к русскому языку, автоматически ставит под сомнение свою способность беспристрастно оценивать доказательства и позицию защиты, особенно когда обвиняемый – это молодой человек, который в своих публикациях и общении пользовался русским языком. Это создает прямой конфликт интересов и очевидную предвзятость. Лариса Сергеевна, вы уже подавали ходатайство об отводе коллегии 5 мая 2026 года. Но то ходатайство было основано на совершенно других основаниях. На возможном вмешательстве в систему автоматического распределения дел. Поэтому высказывание судьи Невойта от 1 мая о русском языке как о языке оккупанта является новым, самостоятельным, весомым и абсолютно достаточным основанием для отвода всей коллегии.
Я, юрист Валерий Табаков, уже подавал аналогичное ходатайство об отводе 10 мая 2026 года именно по этому основанию. К сожалению, суд даже не стал его рассматривать по существу, потому что меня до сих пор не признали потерпевшим и не наделили процессуальными правами. Именно поэтому я публично и настоятельно рекомендую вам, как официальному защитнику Вячеслава, срочно подготовить и подать это ходатайство от имени защиты. Полный текст моего ходатайства с подробной правовой мотивацией вам доступен. Мы с вами участвуем в одном дисциплинарном производстве против судьи Невойта в Высшем Совете Правосудия, поэтому все материалы, включая видеофрагмент, где Невойт делает свое заявление, у вас есть. Кроме того, видеофрагмент, где судья Невойт прямо называет русский язык мовой оккупанта, находится в доступе по ссылке, которая будет и в описании под этим видео, и в подсказке. Также он приложен к материалам дисциплинарного производства. Я предлагаю приблизительный текст ходатайства, которое бы я просил подать вас, Лариса Сергеевна. И сейчас я его продемонстрирую и зачитаю. В Шевченковский районный суд города Львова, коллегии судей Невойт, Баева, Эдер. Справа номер 466/12-967/24. Заявник Криворучка Лариса Сергіївна, адвокат. Захисник обвинуваченого Зінченка В'ячеслава Федоровича. Свідоцтво на право заняття адвокатської діяльності, номер, телефон, імейл, клопотання про відвід суддівської колегії. Я, Криворучка Лариса Сергіївна, адвокат, захисник обвинуваченого Зінченка В'ячеслава Федоровича, на підставі статей 75, 80, 20, 22, 28 КПК України заявляю клопотання про відвід всього складу суддівської колегії. Підстави для відводу. Відповідно до частини 1 статті 75 КПК України суддя не може брати участь у провадженні, якщо існують обставини, що викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості. 1 травня 2026 року під час відкритого судового засідання головуючий суддя Невойт Петро Селівестрович публічно з суддівської трибуни назвав російську мову мовою окупанта. Це висловлювання було зроблено у відповідь на технічну помітку захисника, зроблену російською мовою. Така заява судді, який розглядає справу, де обвинуваченому інкримінується мотив національної неприязні, пункт 14 частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України, є особливо неприпустимою. Суддя Невойт фактично, публічно продемонстрував негативне, зневажливе ставлення до російської мови, а отже і до обвинуваченого Зінченка В'ячеслава, який користувався російською мовою у своєму побуті та публікаціях у соціальних мережах. Це створює
обґрунтовані сумніви в тому, що суддя здатний неупереджено оцінювати докази та обставини справи, пов'язані з мовним питанням. Раніше мною вже подавалося клопотання про відвід колегії 5 травня 2026 року, однак те клопотання ґрунтувалося на інших підставах – втручання в систему автоматизованого розподілу справ. Висловлювання судді Невойта від 1 травня 2026 року про російську мову як мову окупанта є новою, самостійною і достатньою підставою для відводу. Судді Баєва та Едер, беручи участь у колегії під головуванням Невойта і не реагуючи на його явно упереджене висловлювання, фактично підтримують цю позицію, що також викликає сумніви у неупередженості всього складу суду. Вказані обставини стали відомі мені в повному обсязі після початку судового розгляду, що відповідно до частини 2 статті 80 КПК України дає право заявити відвід на даній стадії розгляду. Прошу суд. Перше. Задовольнити дане клопотання та відвести весь склад суддівської колегії Невойт, Баєва, Едер від подальшого розгляду кримінального провадження номер 466 12 967/24. Друге. Передати кримінальне провадження для розгляду іншому складу суду в порядку автоматизованого розподілу. Третє. Розглянути це клопотання у відкритому судовому засіданні з фіксацією в протоколі. Додатки. Перше. Копія відеофрагменту судового засідання від 1.5.26 року, заява судді Невойта. Друге. Клопотання Валерія Табакова від 10.5.26 року для порівняння мотивації. Третє. Копія даного клопотання. Дата, підпис. Лариса Сергеевна, это не просто формальный процессуальный шаг. Это защита базового конституционного права человека на рассмотрение его дела независимым и беспристрастным судом. Если судья уже публично выразил свое отношение к языку обвиняемого, то дальнейшее рассмотрение дела этой коллегией будет нарушением статьи 75 УПК Украины и статьи 6 Европейской конвенции о правах человека. Я очень надеюсь, что вы прислушаетесь к этой рекомендации и в ближайшее время подадите новое ходатайство об отводе. Каждое такое нарушение нужно фиксировать жестко, принципиально и последовательно. От этого зависит не только судьба Вячеслава Зинченко, но и доверие к судебной системе в целом, друзья. Прошу вас распространить это видео максимально широко. Правда должна быть услышана. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Ваше мнение очень важно. Вместе мы продолжаем бороться за справедливость. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.